Всем привет! Зачастую случается так, что человеку для каких-либо нужд необходимо купить аккумулятор холода, но он не знает, какой выбрать. Приходит в магазин, а там несколько видов, да? Или на Авито смотрит, а там несколько видов. Белые, синие, красные. Красные, правда, встречаются редко, потому что в быту их практически не используют. По причине того, что чтобы заморозить красный аккумулятор холода, нужно иметь морозильную камеру, которая морозит минус 30, чтобы она могла морозить минус 30, иначе вы не сможете заморозить его. А просто охлажденная вода, она крайне мало энергии в себе содержит. Основное количество энергии выделяется и потребляется в тот момент, когда переходит хладоэлемент, у нас внутренность, да, который там содержится, из твердого состояния в жидкое и наоборот. Это когда тает, грубо говоря. В синих аккумуляторах тут чистая вода, обычная чистая вода, которая замерзает при 0 градусов Цельсия. У белых тут соленая вода. Концентрация соли, которая ниже, чем в красной, да, но она здесь тоже соленая. Когда воду солите, у нее повышается плотность и температура замерзания понижается. Вот здесь примерно минус 10 градусов Цельсия. Вот здесь и вся разница выходит. То, что эти аккумуляторы холода держат температуру минус 10 градусов Цельсия, эти плюсовую. То, что если температура замерзания воды 0 градусов, вот эти аккумуляторы, когда подтаивают, они будут держать температуру примерно плюс 2, плюс 8 градусов. А с белыми там будет она отрицательная. Такой важный момент. Когда воду солите, у нее повышается плотность и падает энергоемкость. Соленые аккумуляторы холода, они работают не так долго, как такие вот с пресной водой. Так вот, какое у них отличие еще есть? Основное, это по функционалу. Если вы хотите создать в термосумке или в термобоксе температура, которая как в холодильнике, чтобы молоко, например, хранить, да, чтобы оно было прохладное, но не замерзло, нужно использовать синий аккумулятор холода. Если вы хотите держать там пельмени, например, замороженные, или рыбу, нужно использовать белые. Но, как я уже говорил, если белые, они служат менее долго, их нужно побольше. Бывает еще гелевые, вы можете увидеть в объявлении, например, на этикетках, то, что там содержится гель. Гель, он нужен только для того, чтобы отсрочить, так сказать, отдачу энергии. Лед будет дольше таять, он будет менее эффективен, но дольше будет поддерживать температуру. Они бывают как белые, так и сильные. Использовать можно в таких вот контейнерах. Эти два контейнера я изготавливал сам. Можете у меня в одних из видео там посмотреть по ссылкам. Используют их следующим образом. Сейчас открою, одной рукой неудобно. Укладывают на дно контейнера. Лучше использовать одного типа. Если сюда укладываете белые, то только белые и укладывайте. Сюда, например, синие. Я имею в виду, что нет смысла их перемешивать. Белые с белыми используйте, синие с синими. Чем больше вы их туда наложите, тем, естественно, лучше. Аккумуляторы холода, они имеют небольшую толщину и они компактные. Лучше использовать такие вот в такой форме, чем в бутылках, например, 2-литровых, 1,5-литровых. Так как между бутылками, сейчас покажу пример. Вот у меня пустая бутылка из-под газировки. Когда вы кладете в бутылку, она занимает очень много места лишнего, и объем контейнера теряется. Сейчас для эксперимента я положу в эти два контейнера аккумулятор холода. Один забью белыми, другой забью синими. Здесь сейчас вот температура держится 21,1, а здесь 21,5. Ну, это из-за того, что погрешность небольшая есть у китайских термометров. Температура замеряется у меня вот с помощью таких вот датчиков.
термодатчиков, которые внутри контейнера. Сейчас, когда загружу, покажу, что у меня будет уже. Вот, есть разные методики загрузки хладоэлементов. Кто-то укладывает один ряд вниз, другой ряд наверх. Ну, в нашем случае здесь гадать нет смысла, как правильно делать, потому что у нас здесь всего 2 ряда будет. Так, вот я уложу. Сейчас плохо фокусируется. Не совсем влезает здесь у меня второй ряд. Но мы его где-нибудь вот здесь вот рядышком положим. Нам нужно это просто для эксперимента, чтобы узнать, какая будет температура в контейнере. Все это я предварительно заморозил на балконе. На балконе у нас сейчас мороз, дебильник. Все морозится. Прекрасно. Так. Одной рукой не очень удобно ставится это. Ну вот, закрываю я синий контейнер. Закрывать надо плотно, чтобы щелей не было. Запоминаем, в этом контейнере с таким вот градусником, да, так скажем, здесь у нас синие. Здесь у нас белые. Поставлю примерно так, чтобы дно закрывалось, как там. Так, здесь белый. Везде все плотно закрыто. Проверяем. Здесь температура 19,2, 18,8 уже. Здесь 18,1. Сделаю повторный замер минут через 10 и покажу вам, что будет. Прошло минут 10. Там, где синие хладоэлементы, там 5,7. Там, где белые, там 2,9. Температура пониже, но пока не так значительно, как хотелось бы. Ждем дальше. Прошло время примерно около часа. Там, где белые аккумуляторы, там 1,7 градусов. Там, где синие, 5,6. Ну вот, как я и говорил, синие создают эффект холодильника, холодильной камеры, а белые эффект морозильной камеры. Правда, здесь великовато показания 1,7. Но суть у них такова, то что белые, они температуру должны ниже делать, чем синие. И такой важный момент. У синих температура примерно охлажденная вот такая, ну 6, например, 7-8 градусов, будет держаться дня 3 здесь, да? А здесь вот такая низкая температура будет держаться гораздо меньше. Здесь белые, они быстрее растают, и я думаю, что через сутки, через полтора, уже температура будет подниматься выше к комнатной, ну ближе к комнатной. А с синими гораздо дольше можно, например, на природу ездить, они удобнее в этом плане. Прошло полтора суток, там где белый аккумулятор 4 градуса, там где синие 7,1. Ну вот, прошло трое суток. Там, где синий аккумулятор холода, там 8,4 градуса. Там, где белые, там 10,7. Скорее всего, белые уже растаяли, просто в контейнере держится оставшийся холод. Синие наверняка еще содержат в себе лед. Сейчас я открою контейнер и посмотрю, что там, как внутри. Так, открываю тот, который с синими. Очень холодные. Не знаю, есть там лед внутри или нет, но скорее всего есть. Я пока оставлю, посмотрю, сколько еще будет держаться такое холодное состояние. Вот тут есть лед. Очень плотное, твердое, есть лед. Большая, эта верхняя растаяла. Сейчас нижнюю посмотрю. Опа.
В нижней тоже чувствуются еще остатки льда. Извините, что камера трясется, неудобно одной рукой делать. Все это. Так, закрываю. Посмотрю, сколько синий еще будет стоять так. Ну, думаю, четверть суток-то постоит. Температура немного повысилась, но она сейчас упадет. Так, тут у нас белые. Они уже более теплые. Так, чувствую немножко конденсат внизу. Да, по бокам они уже теплые. Так что можно отсюда уже вытаскивать все это. Так, что-то у меня фокус сломался. Ну, посмотрю еще большие. Нет, они уже растаяли. Они наверняка уже все растаяли. Так что могу сказать? Эксперимент показывает, если вы хотите создать именно условия холодильника и ехать на природу, лучше использовать синие, если вы надолго едете. Если вы хотите на короткое время использовать в качестве морозильника именно, тогда можете использовать белые. Но белые растают гораздо быстрее. Сейчас белые уже использовать смысла нет, в моем случае, да? А синие, они еще будут служить день, может быть даже 2. Так что все, эксперимент закончен. Оставляйте комментарии, что вы думаете по этому поводу. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока.